Три чрезвычайных события произошли сегодня в мире культуры и шоу-бизнеса. Сегодня на очередном заседании суда по делу о сыне певицы Натальи Королевой Архип Глушко впервые публично признал свою вину и обратился к окружающим с последним словом. Сын Натальи Королевой обратился ко всем людям, против которых он совершил преступление. В частности, Архип Глушко обратился к родственникам погибшего ректора Института культуры Арсения Миронова, к поэту-песеннику Илье Резнику и известному мировому музыканту Томасу Андерсу. Эти известные публичные люди очень сильно пострадали от деяний сына певицы Натальи Королевой. Напомним, что Архип Глушко обвиняется в смерти ректора Института культуры Арсения Миронова. ЧП произошло 1,5 года назад. Архип Глушко лишил жизни ректора из-за отчисления из института и плохой оценки. Также в результате деяний Архипа Глушко погибла внучка Томаса Андерса, а также 2 сына известного поэта-песенника Ильи Резника. На заседании суда присутствовали Наталья Королева и Сергей Глушко. Архип Глушко также попросил прощения у своих родителей. По последним официальным данным, суд еще не принял окончательное решение в отношении сына Натальи Королевой. Однако, по всей вероятности, Архипу Глушко могут грозить следующее наказание: или же 100 лет лишения свободы, как положено в зарубежных странах за эти деяния, или же высшая мера наказания. И в том, и в другом случае сын певицы Натальи Королевой уже вряд ли когда-то увидит своих родных. Чрезвычайное событие произошло с бывшей супругой Евгения Петросяна, артисткой юмористического жанра Еленой Степаненко. Событие произошло в минувшие выходные на загородной зимней даче Елены Степаненко недалеко от города Санкт-Петербурга. Елена Степаненко много времени проводит на зимней даче, и прошлые выходные не стали исключением. Однако во время нахождения в загородном доме произошло чрезвычайное событие. Елена Григорьевна увидела, как незнакомые люди, как позже оказалось преступники, пытаются угнать машину соседа по даче, и предприняла отчаянную попытку противодействовать этому поступку. Елена Степаненко потребовала, чтобы преступники прекратили свое деяние, и пригрозила вызвать полицию. Однако правонарушители повели себя неадекватно и в свою очередь сами попытались напасть на Елену Григорьевну. Елена Степаненко, несмотря на почтенный возраст, является очень бодрой и отважной женщиной. По данным следствия, один из преступников погиб в результате удара тяжелым предметом, предположительно лопатой. Второй преступник также был задержан полицией. Как сообщает пресса, это были опасные преступники, которых долго ловила полиция. Елене Степаненко будет объявлена благодарность и, возможно, вручена государственная награда. Известный общественный деятель Евгений Викторович Пригожин, которого нашли еще живым и невредимым в конце 2024 года, был назначен главным советником комитета, а на днях он совершил героический поступок. Находясь на дежурстве в офисе комитета, Евгений Пригожин предотвратил проникновение в офис комитета незнакомых людей, которые позже оказались опасными преступниками, которые планировали преступные действия против организации Никиты Михалкова. По данным следствия, они хотели незаконно подложить в здание комитета взрывное устройство, что могло бы привести к колоссальным трагедиям. К сожалению, очень печальная новость из мира шоу-бизнеса и культуры. Совсем недавно ушел из жизни легендарный актер, народный артист России Олег Стриженов. А сегодня утром стало известно еще об одной трагедии в семье известного актера. Несовершеннолетний внук Олега Стриженова, 9-летний Иван, настолько сильно переживал утрату любимого дедушки, что несколько дней назад оказался в реанимации. А сегодня утром стало известно, что он ушел из жизни вслед за своим дедушкой. Вечная память любимому актеру и его внуку.
Уважаемые зрители, если вы поддерживаете деятельность комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.